после войны с французами мы с мужем жили в Петербурге. Где? И на балу у Вяземских я танцевала вальс. С Александром Сергеевичем Пушкиным. И он написал мне в альбом: «Оставь меня, персидская княжна». В лагере отобрали у Мариэтты Капнист все, кроме воли к жизни. Чтобы избавиться от приставаний лагерного начальства, она втирала в лицо угольную пыль. Но это не помогло. В первый же год ей обрезали косу и выбили зубы, чтобы не кусалась. А все было из-за происхождения. Отца расстреляли большевики в Крыму в гражданскую, там же на глазах у 6-летней Мариэтты убили тетку. Из-за происхождения представительница древнего греческого рода Капнисисов была выгнана из театрального института в 1933 году. Переехала в Киев, стала работать бухгалтером, потом уехала в Батуми, снова вернулась в Ленинград. В начале 1941 года ее арестовали по подозрению в шпионаже. Дали 8 лет лагерей, в которых она оставила красоту и молодость. Чтобы избавиться от внимания мужчин, Мариэтта разыгрывала сумасшедшую. Она работала на угольных шахтах, пасла отары овец в Казахстане. Там она встретила отца дочери инженера Яна Волконского, который спас красавицу из пожара. Чтобы не допустить рождения ребенка, охранники топили женщину в ледяной ванне и били, норовя попасть сапогом в живот. Она выжила и родила. Выжила и ее дочь, а Волконского расстреляли. В Карлаге она познакомилась с Анной Тимиревой, женой Колчака. К тому времени Тимирева сидела уже 18 лет. После отсидки Мария Капнист жила на поселении, а в 1951 получила новый срок за антисоветскую агитацию. На этот раз ей присудили 10 лет. Выйти на свободу удалось в 1956 году, добиться реабилитации через 2 года. Поначалу Мария работала дворником, потом массажистом, и лишь в 1958 наконец получила роль игуменьи в картине «Таврия». Режиссеры заметили актрису с необычной внешностью и начали приглашать ее. Капнист успеет вписать в свою фильмографию около 40 картин, в основном снятых на киностудии имени Довженко. Возле нее и попадет под колеса автомобиля в 80 лет. После лагерей и шахт у нее была клаустрофобия. Поэтому Мария Ростиславовна боялась подземных переходов и решила перебежать дорогу по верху, торопясь на очередные съемки. В аварии она выживет, но травмы окажутся несовместимы с жизнью. Она умрет в больнице 25 октября 1993 года. Советская актриса театра и кино Евдокия Урусова стала жертвой собственного происхождения. Актриса была графиней Салиас де Турнемир. Она родилась в 1908 году. В 1925 году поступила в студию при Малом театре, а после окончания учебы пошла служить в Московский театр имени Ермоловой. Первый звоночек прозвучал в 1935 году. Была арестована и осуждена по 3 пунктам 58 статьи, младшая сестра Елена Раевская. В 1937 году была сослана в Киргизию, мать Евдокия Евгеньевна. В 1938 году кто-то решил замазать и саму Урусову, заставив ее подписать донос на актера Александра Демича, а когда гордая графиня отказалась, ее арестовали. В лагерях Урусова в общей сложности провела 17 лет. В первый раз ее осудили на 10 лет лагерей и отправили по этапу в Буренинский пункт Дальлага, где она работала в отряде топографов, была дояркой и счетоводом. Затем актрису перевели на станцию Известковую, где она играла на сцене театра Печор-Лага, а потом ее досрочно освободили. В Москву Урусова вернуться не смогла, служила в театре в Угличе, но в 1949 году ее арестовали прямо на сцене. Ей дали еще 1 срок, и она наверняка пропала бы в жуткой системе лагерей, но ее не оставили. Актеры организовали ей вызов в театр Норильска, где она играла на сцене с Иннокентием Смоктуновским и Георгием Жоновым. Только в 1955 году она вернулась в Москву, в родной театр, где сыграла еще 200 ролей, создавая запоминающиеся роли русских женщин и аристократок. В лагерях Урусова потеряла всю семью.
Погибли ее мать и отец, на Колыме погиб муж, потомственный дворянин Михаил Унковский, а сестру Елену расстреляли. Российский зритель может помнить актрису по фильму «Курьер», где она сыграла бабушку главной героини Кати. А любителям советского кино она запомнилась по фильму «Арбатский мотив». Евгения Гаркуша-Шершова. До своего заключения актриса успела сняться всего в 2 фильмах. В основном играя в театре, но этого хватило для того, чтобы получить статус звезды. Ее образы в картинах «Неуловимый Ян» и «Пятый океан» получились яркими. Со своим будущим мужем, Евгения познакомилась еще будучи актрисой театра имени Моссовета. Петр Шершов был знаменитым наркомом морского флота, гидрографом и гидробиологом. Супруга часто сопровождала его в командировках. В конце войны у пары родилась дочь. Однако жизнь семьи разрушилась в один момент. На одном из вечеров на Гаркушу-Шершову положил глаз Лаврентий Берия. От его неприличного предложения Евгения пришла в ярость и отвесила пощечину наркому внутренних дел при множестве свидетелей. Такого оскорбленный чиновник простить не мог. В июле 1946 года актриса ушла в театр и домой уже не вернулась. Ее муж несколько месяцев искал ее и даже предположить не мог, что супруга находится на Лубянке. Петр задействовал все свои связи для того, чтобы вытащить любимую, но ничего не помогло. Не отпустили Евгению даже после того, как Иван Папанин, переживавший за друга, лично обратился к Сталину. Осенью 1947 года Гаркуша-Шершова получила 10 лет исправительных лагерей за спекуляцию и подозрительные связи. Наказание она отбывала в Магаданской области, где добывали золото. А это значило, что ей суждено было сгнить на рудниках, ведь в то время драгоценный металл добывали методом, при котором выделялись ртутные испарения. Отравление ими, как правило, быстро приводили к гибели людей. Приказ, отправленный начальнику Дальстроя. Хотя Гаркуша-Шершова по профессии актриса, но есть указание предоставить ей работу, связанную только с добычей золота. Мать актрисы приехала к ней и добилась того, чтобы ее поселили вместе с дочерью в отдельном домике. А в августе 1948 года Евгении не стало. В одной версии, отравление ядовитыми газами сыграло свою роль. По другой, заключенная сама свела счеты с жизнью, выпив большую дозу снотворного. А через 3 года ее посмертно реабилитировали и сняли все обвинения. Валентина Токарская. В довоенное время жизнь актрисы была безоблачной. Афиши с портретами Токарской были развешаны по всей Москве. В те годы актриса была примой московского мюзик-холла. По улицам столицы Токарская разъезжала на личном авто, что по тем временам было немыслимой роскошью. Да и квартира у актрисы была шикарная, с видом на Кремль. В поклонниках Токарской числились такие знаменитости, как Михаил Зощенко, Валентин Катаев. Кстати, вальс, когда-то гремевший на всех танцплощадках, под названием «Ваша записка в несколько строчек», был посвящен именно Токарской. Когда началась война, Токарская вместе с другими актерами театра отправилась на фронт. Артисты вместе с солдатами и офицерами попали в окружение. Пытаясь выбраться и выжить, Токарская бежала, куда глаза глядят, и заблудилась. Лишь через несколько дней она вышла к людям. А там были немцы. А актрису определили в труппу, где пленные танцевали и пели для немецких солдат. Токарской даже довелось выступать перед Гитлером. Фюрер, которому понравилось выступление, подарил актрисе парик. В ноябре 45-го освобожденных артистов отправили на родину, тогда они не знали, что их там ожидает. Она была неимоверно счастлива, тем более, что руководство театра пообещало отправить ее на отдых, на курорт. Если бы она знала, какой курорт ее ждет. На следующий день за актрисой пришли. Еще через несколько дней ее отправили в лагерь за пособничество немцам. В 1953 году Токарская вернулась в родной московский театр сатиры. Прежних главных ролей уже не получала, но у нее хотя бы была стабильная работа. Валентина даже поучаствовала в нескольких фильмах. «Испытательный срок», «Осенняя история», «Дело номер 306».
Несмотря на непростую судьбу, Валентина Георгиевна Токарская прожила долго, и ушла 30 сентября 1996 года. Ей было 90 лет.